Привет! Сегодня я покажу одну интересную идею, как из флористических материалов, то есть то, что у нас с вами, большинства из вас есть дома под рукой, соорудить елочку. Это получится достаточно быстро. Понадобится проволока флористическая, та, что потолще у нас идет для весенних цветов. Тейп-лента, ну, желательно темная. Мох. Он есть тоже у многих девочек. Тут буквально 25 грамм, то есть кажется, что большой пакет, на самом деле пакет небольшой. Если вдруг нет мха, смотрите, я где-то видела, как девочка из темно-зеленой такой натуральной губки, обычной вот для мытья посуды, нарвала очень такое много. Да, то есть разорвала эту губку, и получился тоже вполне симпатичный мох. Поэтому у кого нет натурального сухого, как вот у меня, то, я думаю, можно сделать так. Но у меня есть, и я думаю, у многих тоже есть. И затем, что нам понадобится, такое лак акриловый. Ну, тейп-ленту, это у нас двухсторонний скотч, я думаю, у всех найдется в хозяйстве. Кисточка, естественно, причем какая угодно, можно даже такую убитую, как у меня. Лак у меня очень густой, и именно такой нам и нужен. Я такой уже купила, но я знаю, что обычно он же более жидкий. Поэтому, девочки, чтобы получился вот такой густой лак, добавьте в него буквально ложечку обойного клея. То ли КМЦ, кто варит по моему рецепту холодный фарфор, как в предыдущем моем видео, где у меня розыгрыш. Розыгрыш будет в следующем видео. Я подумала, что еще не все постоянные мои подписчики увидели. Поэтому я подумала, что через неделю слишком рано проводить розыгрыш. Кому интересно, посмотрите предыдущее видео. Если что, поучаствуйте. В следующем видео я вставлю имя победителя. А в этом у нас будет просто новогодняя елка. Итак, поехали. У меня здесь этот кружочек, как вы поняли, крышечка, это просто трафарет. Он у меня 13 сантиметров, я хочу такую высокую елочку. И понадобится вот такой толстый картон. Ну, из-под чего-нибудь, что у вас там приехало. Вот у меня тут что-то я заказывала. Вот, побольше вот так. И вырезаем. Так, вырезали круг. И сейчас разметим, где у нас будут крепиться проволочки. Мне надо 8 проволочек, как вы поняли мою идею. Я оторвала наклейку. Там теперь липнет. Для быстроты монтажа использую скотч двухсторонний. Все, вот оно держится в этом месте. Вставляем противоположную.
смонтируем наш фигвам. Проволока не очень качественная, немножко разной длины. Отсюда немного проблемы при монтаже подобного плана. И я его сейчас замотаю коричневой тейп-лентой. Ну или темно-зеленую, у кого какая есть. У меня есть коричневая в наличии. Растягиваем ручками, прогреваем, чтобы не рассказывали, что оно у вас не работает. Тут наматываем без просветов. Есть зеленая, возьмите зеленую. Ну, есть коричневая, коричневая по логике должно быть интереснее. Будет светиться коричневый ствол. Можно покрасить краской коричневой. У нас бумага. Но только какой-нибудь, чтобы не размокала бумага. Опять же, от любой краски не сильно бумага размокает. Но у меня есть тейп-лента, это будет чуть быстрее, чем ждать, когда высохнет краска. Ну что, вставляем наш... Ну а сейчас я подклею клеевым пистолетом, а вы подклеите, если нету клеевого пистолета, чем-нибудь быстрым каким-нибудь клеем, чтобы вот полностью уже намертво зафиксировать, потому что сейчас начнете накручивать, все будет выскакивать, будет здесь выскакивать, это будет вот, видите, то есть это надо зафиксировать. Так. Разогрелся наш клеевой пистолет. Как я и сказала, я его очень не люблю. Из-за вот этих соплей. Из-за того, что он горячий. Я всегда обжигаюсь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто-нибудь умеет работать им, чтобы ни разу не обжечься. Вот мне просто интересно, существуют такие люди? Или это все-таки связано с моим дефектом зрения? Растягиваем в воздухе, чтобы не утягивать. И поехали. Если у вас подсохшая тейп-лента, как у меня, в принципе, это у меня уже тейп-лента крайне плохо липнет. Я решила, что, наверное, сделаю для надежности. Все крайне просто. Вот здесь вот скотч двухсторонний я сейчас прилеплю. На нескольких буквально палочках. И будет все прекрасно держаться. Что делать, если лента, тейп-лента кончилась, или вы так завзято тянули, и она порвалась? Ну, в принципе, ничего особенного, просто клеим. На скотч. И все. Вместо стыка. Вот у нас тут она прервалась, да? Я ее обмотала вокруг палочки, чтобы все хорошо закрепилось. И вот здесь сделаем переход вовремя. Так. Оп. Нам надо с вами тут ровненько отрезать. Угу. После скотча. Так. Оп. Это более свежая лента. Видите, как она липнет?
Ну, цвету не совсем тут. Но у нас же здесь сверху мох. Надеюсь, не будет видно этого перехода так ярко. И самый низ я на каждую наклею, чтобы хорошо все держалось. Именно последний виточек, чтобы у нас держался, никуда не делся. И вскрываем толстым слоем лака. Кисточку лучше взять побольше. О, вот это уже быстро. Слой толстый. Так, отбираем красивый мох. Убираем вот этот вот мусор. Почему искусственный мох был бы интереснее? Потому что присыпаем, отбрасывая палочки. И колючие палочки встречаются. Вот смотрите. Прошло 4 часа, и сейчас я подклею все, что плохо держится. Вот видите? Я сейчас возьму опять лак и все подклею. А украшать я ее буду уже завтра, когда все полностью высохнет. Итак, когда все высохнет, мох достаточно хорошо держится. Если вот совсем что-то не держится, какие-то маленькие кусочки, сразу их струсите. И лишний мох убираем. Смотрите, сколько еще осталось. То есть я взяла пакетик 25 грамм, и еще осталось. Но я его всего притрушивала, то есть это потом то, что струсилось. Где-то так и нужно брать грамм 20. А лишнее потом убрать. Итак, буду украшать тем, что есть. Бусины у меня будут как верхние шарики. Вниз будут шарики, которые официально шарики. Самые маленькие, которые существуют, которые я видела, это 2 сантиметра. Серединку я что-то скрутила, потому что что-то такое маленькое найти крайне сложно. Потом гирлянда на батарейках. Вешать я это все буду на швензы. У кого нет швенз, могут взять скрепочки. Верх я делаю на проволочке и просто его приматываю. Чтобы самый верх был красивым, я подклеиваю, во-первых, все наклеиваю пистолет, чтобы никуда ничего не делось. И видите, когда мы обмотали, оно стало не очень красивым, не очень пушистым. Я еще подклею на этот прекрасный клей. Главное потом поубирать вот эти тянучки.
вот такой шарик. Как-то нам надо его прицепить. Я думаю, мы просто его и прицепим как-нибудь. И точно так же будем просто монтировать. Вот специально я оставляла малюсенькое расстояние, да? И вот где у нас не очень пушисто, вставляем. Но сначала, конечно, гирлянда, потом шарики. Ну вот, где-то так. Итак, я показала, как сделать елочку из наших подручных флористических материалов. Что у нас всегда есть? Всегда есть проволока для стеблей, любая, которую вы используете, более-менее толстая. Тейп-лента, тем более именно темно-зеленая, которая редко используется. И вот у меня она даже подсохла, и было жалко выбрасывать. И буквально упаковочки сухого натурального мха. Тоже часто используются в нашем деле для составления композиций. Ну и, естественно, подручные материалы, такие как клей, термоклей и лак. Смотрите, единственное, что не используйте обычный ПВА. От него тейп-лента размокает. Это я уже проверяла, это я знаю. То есть вам нужен какой-нибудь, правда, загустить лак акриловый. Или взять уже акриловый клей. Ну, акриловый клей лучше, у меня просто закончился. То есть я делаю от того, что у меня просто вот было вообще дома. Все, что есть всегда под рукой, вот получилась такая елочка. Теперь вы знаете, как выглядит елочка из натурального мха. Я поделилась идеей. Всех с наступающими праздниками. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Пока-пока.